Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Что случится до конца года 2024? Месяца октябрь, ноябрь, декабрь. И чего ждать в конечном итоге? И поскольку у каждого из нас свои планы, часть вопросов уже могут находиться в режиме ожидания, что-то вы предприняли, и теперь как уже выводов каких-то или документов ждете, и, может быть, планы уже строите где-то на будущее. Но за время последних месяцев планетарные транзиты строятся таким образом, что мы можем узнать какую-то тайну, или нас может жизнь перед каким-то фактом поставить, и мы вынуждены будем делать выбор. Много эмоций в целом до конца года, как и радостных, приятных. Могут быть и сожаления, но есть и то, чему мы должны уделить внимание. Именно от нашего восприятия, от того, как мы способны какую-то ситуацию разрулить, может быть, в чем-то точку поставить, будет зависеть наше дальнейшее продолжение. И период, когда мы подводим итоги, и планетарно так тоже. Поэтому давайте прислушаемся к подсказкам шестого чувства, чтобы где-то шаблоны сознания над нами не давлели. И первая карта. Что же случится? Возможно, сфера жизни, которая для вас проиграется наиболее активно. И если мы сказали октябрь, ноябрь, декабрь, по одной карте на месяц мы достанем октябрь, ноябрь, какие энергии, с чем будет связано, и декабрь. Что вас удивит? Кто или что появится неожиданно? И к чему все это идет? Что исполнится? Какая тайна откроется? И в целом чего же ждать? Продолжение какое следует на 2025 год? Что случится? 13-й аркан смерти. Я надеюсь, все правильно понимают, что это аркан трансформации. Это вы проходите трансформацию. Очень важный период для вас до конца года. Уже как бы прошлое само пытается от вас оттолкнуться. И здесь сколько искусственно не удерживай какие-то свои позиции прежние. Нет, все равно горизонт возможностей нужно расширять. И причем какой-то путь нам придется пройти в одиночку. Это может быть связано как и с событиями извне, но все же карта говорит о нашей глубокой трансформации. Давайте узнаем, с чем это может быть связано. Или какие события могут буквально ворваться. Карта победителя. Кто знает, может быть, совершенно и необходима эта трансформация, потому что на кону ваша победа. И если мы говорим, в каких сферах жизни: жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. Что же еще? У вас как будто путь к победе, но совершенно каким-то другим путем. Да, мы по 13-му аркану, нам не хочется чего-то делать. Нам уютнее и понятнее в прошлом, а идти вперед придется. И быть готовым к неожиданностям. Карта Луна – это тысячи неопределенностей. Нет ясной дороги, нет того, что как бы для нас совершенно очевидно. И поэтому каждый шаг карта призывает делать аккуратно. Сделал шаг, остановись, осмотрись куда-то. Не подгоняй себя, потому что для победы будет очень важно. Может быть, это победа, которая придет буквально и в сентябре, или на момент октября она уже у кого-то есть. Тогда вам придется удерживать собственные позиции. А карта Луна может еще и говорить, у кого-то вопросы, связанные с поездками, с переездами, когда вы можете находиться среди общности людей, которые говорят на другом языке, которые вам не совсем понятны. Меня смотрят люди из разных стран. И обстановка как раз может вас вынуждать искать место пристанища, убежища. По карте Луна мы это находим. Для кого-то из вас, мои дорогие весы, обустройство дома. И так тоже. Вы организуете жизнь. Вы меняете вокруг себя пространство. Карты об этом советуют. И вторично пространство будет менять вас. Но вот как будто для победы это совершенно необходимо, мои дорогие, проститься с прошлым. Что же у нас октябрь?
Шестерка пентаклей. Денежная карта. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Поэтому для тех, кто ищет заработок, тот этот заработок найдет. Ну, каким-то образом, либо дополнительный, либо работу, либо на самой работе могут быть какие-то предложения. Ну и в целом карта говорит, помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Поэтому с деньгами будьте аккуратны. Ну, тут у кого-то может быть как вторичный доход или личная занятость через ваше творчество, к примеру, или того, в чем вы эксперт. Отчасти карта звезда может говорить о долгом периоде лет 10-20, и это будет связано с тем видом деятельности, который вы будете заниматься в октябре. Как будто прогресс будет. Мало что прогресс вы можете изменить благодаря этому виду деятельности свою жизнь. Или, может быть, это что-то новое. Но есть то, где вы можете заработать деньги, можете стать популярными. То, что вам будет приносить не только доход, но еще и душевное удовлетворение от работы. Когда на работу не идешь, как на каторгу. И словно это по судьбе. У вас 2 старших аркана. Определиться с работой это точно в октябре. Стратегию, тактику, организацию, может быть, своего рабочего процесса. У кого-то с учетом карты звезда, изучение новых технологий. И эти знания вам пригодятся. Или желание, я хочу работать из любой точки мира. Для кого-то новые могут быть направления, те, которые сейчас вот интенсивно развиваются. Сфера IT и все, что к этому прилагается. И здесь изучение, ведь Иерофант – это учитель. Это вы можете быть учителем, мои дорогие, или вы можете тоже и учиться. Жизненный экзамен мы тоже сдаем по этой карте. Для тех из вас, кто преподавательскому составу принадлежит, есть возможность построить головокружительную карьеру. Причем такую уверенную, на года. Вот это у вас прямо получится, как и, понимаете, будет приносить и вдохновение, будет приносить уверенность, вот это чувство важное самодостаточности, но еще и буквально финансы. Вот что-то в октябре у вас по работе, по деньгам может решаться очень и очень важное, сказала бы так. Ноябрь. Здесь у нас 20-й старший аркан, много карт перевернулось, но первое, как опять-таки про деньги. 20-й старший аркан нам говорит о том, что мы в прошлое не просто закрываем, а уже закрыли дверь. И карта «Страшный суд» у кого-то может быть возвращение, мы ведь говорили с вами, да, карт возвращения какой-то прежней истории. И если к вам возвращаются люди, допустим, из прошлого, значит, какие-то последние аккорды вы должны сыграть. Или какие-то люди могут вам и новые встречаться. Значит, помните, что ни один человек не пришел просто так. Зачем-то это вам нужно. Вы, у кого-то из вас, по крайней мере, могут быть буквально суды. Хотя старший аркан не совсем об этом, но иногда проигрывается. Итак, нам просто говорят, не оглядывайся назад. Что, с чем это может быть связано, с какой сферой жизни? А здесь, вы знаете, может быть и новое знакомство. Или вообще, в принципе, вы меняете круг окружения. Сама по себе карта Паж кубков не крупная. Она говорит о хорошем настроении. Она говорит о вдохновении. Она может и свидетельствовать о знаках внимания, но это мелкая карта. И где-то есть значение не строй грандиозных планов, а вот вдохновиться чем-то самое время. Может быть, каким-то еще новым проектом или новыми возможностями. Да, правда, тут какие-то возможности у вас появляются, и вы как будто подводите вот эту между прошлым и будущим демаркационную линию, и дальше у вас выпадает аркан Колесница, дорога к успеху. У кого-то может стоять на кону, опять же, переезд или смена работы, деятельности, связанная с поездками, перемещением. Но это еще и карта последующего успеха. И опять же нам тоже говорят, не оглядывайся назад, встречай все новое, что приходит на твой порог. Сам себя переориентируй на будущее, расширяй свои собственные горизонты и ни от чего не отказывайся. По мере
продвижение ты будешь видеть, какой же план жизнеспособен, какой нет. Рассмотри любые, ну, как и возможности для тебя сейчас, в принципе, любой драйв важнее, нежели какое-то болото, мои дорогие. Вот буквально так. Подвели итоги и вперед. Декабрь. Любовь. Конкретно любовь. Благополучие. Взаимопонимание. Эмпатия. Но если деловая сфера, возможность договориться, провести важные переговоры, быть где-то лояльным, в принципе, к людям, чтобы, опять же, не упустить возможность. Если есть какие-то сложные ситуации, вы всегда их сумеете обойти. Вы будете великий дипломат, но все же карта о любви, о личной жизни. Давайте раскроем. Ну, вот так, король мечей. Великий реалист, ну, где-то прагматик, жесткий человек. Кто знает, может быть, это вы встретите человека, который в ваших энергиях, как и вы, весы, или, может быть, близнецы, или водолей, или асцендент имеет, или сам по себе человек статусный. По этой карте проходят и врачи, адвокаты, юристы, люди в погонах проходят и чиновники высокого ранга. Это те, которые отвечают за свои слова. Да, не назовешь великой эмпатией эту карту, увы, но теоретически это могут быть жесткие люди, у нас вверху любовь. И кто знает, может быть, человек и сложен, но любовь, она присутствует. Давайте еще одну карту достанем. Тут действительно вот с этим кубком какой-то король мечей. Для вас, мои дорогие девочки. Для мужчин это вы сами с кубком кому-то. Нечего сказать. И что дальше? Но пока только эмоции. Пока только эмпатия. Луна 1000 неопределенности. Еще не строй далеко идущих планов. Еще что-то может меняться. Еще что-то предстоит выяснить. Насладись этим моментом. Собой не рискуй. Ну, как-то так. Что вас удивит? Вы себя словно откроете заново, и, вы знаете, вот ваши таланты, ваше какое-то творчество, может быть, какие-то, знаете, как были всегда мечты к самореализации, а вы все себя отодвигали до потом. Вы сами себе удивитесь, насколько вы изменились. Девушка держит чашу, перед ней стоят 3 кубка, таких резных, а чаша очень простая, но она в руках этой девушки, она не смотрит даже на эти кубки, она выбирает сама себя. И поэтому, если мы говорим в остальных колодах, увидеть надо, да, вот этот кубок, который нам словно небеса преподносят, но нет, все возможности в ваших руках. Не поставить себя на второе место, о себе не забыть, о своих планах, о своих желаниях. И если вы действительно как какой-то, может быть, инсайт назовите, или это ваше желание осуществить какой-то проект, себя попробовать в новом деле. Если вы не отодвинете на потом, у вас что-то будет получаться. Давайте узнаем, что же такое 4 кубков. Карта император. Вы знаете, что вас удивит? Конфликт может быть с каким-то императором. И может быть это по части отношений. Ну, императором условно, да. Когда у кого-то это, конечно, банально может проиграться вопросы, возможно, в судах. Какая-то прежняя история. Был какой-то конфликт. Или прежняя история любви не сложилась. Может быть и по работе что-то не сложилось. Вы будете от чего-то отказываться, перестраиваться, а вас будут пытаться как будто затянуть обратно. Вот такое может быть. И могут говорить, а нет, а вот у нас договор, у нас там что-то по закону составлено, потому что впереди император. Для кого-то это может проиграться, вас удивит, а вам именно захочется чем-то своим заниматься. Для кого-то это может проиграться так, что вы выберете себя в каких-то отношениях. Может быть, была какая-то история со знаком минус, и тогда человек, как вот император, тоже объявится.
и будет пытаться разными методами как-то с вами взаимодействовать. Я не могу сказать, что у вас будет большое желание взаимодействовать, а вот как-то увильнуть вполне так предвижу. Потому что много каких-то разочарований с этим человеком связано, да. Вы будете постепенно, ну, как бы и себя сохранять. Вы знаете, тут может у кого-то пройти такая метаморфоза, что были прежние отношения. Может быть и правда за этот период кто-то из вас может вести блог или влог. Или за этот период вы можете, кстати, вполне добавить себе популярности. Или человек как будто следит за вами, может быть, в соцсетях, где-то вас видит. Какие-то там эмоции со дна поднимаются, и он начинает заново активничать. И в этих отношениях он хочет возврата, а вы скажете «до свидания». Вот у кого-то и такое тоже может проиграться. Вы не хотите повторять по девятке жезлов какой-то прежний сложный опыт и наступать на старые грабли. И это вас удивит. Если бы, может быть, вы проанализируете, если бы прежде вот подобная была ситуация, я бы был или была рада, что у меня это возобновилось, а теперь нет. Выбираю себя. Как-то так, кто или что неожиданно появится. Возможность, мои дорогие, быстрого переезда, быстро набирать темп, быстро как-то менять свою парадигму жизни. В принципе, это карта скорости, это карта возможностей. И действительно сами по себе возможности и быстро что-то сделать. Ведь это карта скорости. Могут приходить и какая-то информация, может приходить как и какие-то новости или предложения. И вам придется много работать. Но вы сможете что-то осуществить, точно. Посмотрите, десятка кубков. Для кого-то будет решение по части личной жизни, правда, когда вы что-либо оформите. Или когда вы решите вопросы, в принципе, по недвижимости, по дому. Или когда вы будете благоустраивать свое жилище. Может быть, и организовывать рабочий процесс на дому, и я это тоже не исключаю. А для кого-то из вас, может быть, документы, которые по части недвижимости. Но так или иначе, десятка кубков – это карта и эмпатии, карта счастья, карта достатка, когда мы остаемся довольны. Вот действительно, что неожиданно? Неожиданно, как и какая-то возможность, ее нужно использовать. Потому что не обязательно здесь про любовь. Здесь больше нам говорят, что вы остаетесь чем-то довольны. И значит, карта скорости, как время убыстряется. Значит, куй железо пока горячо. Где-то придется и не торопиться с учетом 13-го аркана. Но будут и те моменты за период до конца года, когда времени терять попросту нельзя. Не время устраивать себе глубокую философию. По крайней мере, может так захотеться. Поэтому для вас вы как будто сами себе наколдовать того, чего не надо, можете. А для вас будет на кону стоять вот действительно какая-то история. Жезлы в основном дела, работа, бизнес и деньги. И мы по деньгам уже с вами говорили. И вот или какое-то ваше личное дело. И по аркану звезда это то, что может быть продолжено лет на 10-20 вперед. Может быть, как ваше новое начинание. Или какой-то ваш труд новый. Может быть, это и связано с переездом. Может быть, и есть какая-то адаптация, но вы ее проходите быстро. Здесь что-то вам, мои дорогие весы, сделать будет совершенно несложно. И вам где-то, вот, кстати, это вас может удивить, что у меня все получается, когда я все ставки сделала саму себя. Вот как-то так. Давайте мы с вами узнаем, и что же к чему все идет. Ну, как к новым возможностям, безусловно. Но, знаете, будет такой период мечтаний. Все-таки нулевой аркан говорит, остановись где-то вовремя. Если тут про скорость, ну, будут и те дела. Знаете, вы, если усиливаете свои позиции, это всегда очень важное качество, когда мы становимся более самодостаточной. Так вот, самодостаточность прекрасна, но не быть самонадеянным. Увидеть какой-то подвох. Туз кубков.
Я так надеюсь, что для большинства это будут еще какие-то новые последующие возможности, потому что выпадает туз кубков. Да, он может свидетельствовать о личной жизни, о том, о счастье буквально в личной жизни, но кубки не только у нас про любовь, а чувство наполненности, когда мы реализуем какой-то проект. Поэтому есть наверняка какая-то тема, которая должна быть продолжена, но продолжена осмотрительно. Но все же нам говорят о том, что, смотрите, у кого-то может быть вполне так проиграется, как новое знакомство. Королева кубков и туз кубков. Словно вам кто-то кубок дает. Может быть, и вы. Как обменяетесь кубками, новые отношения. Может быть. Но карты нам не говорят чего-то продолжительного, мои дорогие. Будьте внимательны. Не все то золото, что блестит. И по семерке мечей мы всегда себя сохраняем. Эмпатия – это здорово, вдохновение замечательно, но есть какая-то реальность, и вы ее должны видеть. Вы не должны собой рисковать. Вот это будет важно. Значит, если есть эмоции приятные, а нам сказали, что они присутствуют, но они не должны граничить где-то, когда вы теряете контроль над ситуацией. Контролируйте все. Для вас это будет важно. Что исполнится? Какие ваши желания? У вас 13-й аркан и десятка мечей. И нам говорят, оставляй прошлое за спиной. Закрывай дверь. И, наверное, с учетом двух карт, которые нам про прошлое, даже трех, вверху у нас старший аркан, страшный суд. Для кого-то эти двери могут быть как ворота, которыми захочется хлопнуть с таким хорошим звуком. И что исполнится? Какая-то прошлая история. Вы поставите точку. Та, которая вас разочаровывала, угнетала. Может быть, не давала идти вперед, не давала личностного роста. И здесь у каждого по-своему. У кого-то это будет через личную жизнь, у кого-то через самореализацию. Ну, самореализация одновременно и с новым эквивалентом по деньгам. Самое главное – действовать, мои дорогие. Ладно, какая тайна откроется? Карта харизматичного лидера, правда, о человеке каком-то откроется тайна. Может быть, этот человек рожден под знаком зодиака стихии огня. И это у нас Овен, Лев, Стрелец. Хотя это может быть и человек, имеющий асцендент. В целом это карта харизматичного лидера, и вы, правда, можете узнать о ком-то тайну. И делать уже какие-то правильные выводы. Но это мы буквально, если перекладываем на значение стихий. А если мы говорим, какая тайна откроется? Может быть, у вас много направлений, или вы будете искать разные способы. И будут те способы, когда вы будете просто узнавать какие-то тайны. Вы можете узнавать о тех людях, которые были вам знакомы. Вы можете узнавать тайны о тех людях, которые, ну, может быть, и занимают какой-то пост. Или вы можете, как, знаете, вы представляли человека как-то в одном свете, а он для вас проявится в каком-то совершенно другом. Чего это может касаться? Ладно, две карты. И я так вижу, посмотрите, мои дорогие, у нас выпадает пара. Ну, так вышло, что две карты достала. И как раз туз пентаклей, хоть и пентакли, это всегда начало чего-то. В этой колоде это как талант, раскрытие, самораскрытие собственного потенциала. Но королева жезлов и король жезлов может свидетельствовать о паре. Может быть, тот человек, с которым вы были прежде, о нем вы что-то узнаете. Или какие-то детали о личностях некоторых, но и где-то это может касаться и вашей личной жизни тоже. И тогда храните молчание, дайте, что это еще может быть. Вы знаете, я скажу так, вы узнаете какую-то действительно, как услышать можете информацию совершенно случайно. И если она может выглядеть, кстати, ну, как нежизнеспособна,
Но если вы начнете, словно это как зацепка будет для вас, и если вы начнете искать дальше информацию, что-то развивать, и вот так, знаете, как клубочек за ниточку тянете, и в результате перед вами открываются совершенно какие-то другие картины, возможности, которые лично вам будут полезны на долгий период времени. Будьте внимательны к информации. Здесь даже для вас информация будет важна. Пусть вы ее услышали случайно, а ее как будто нужно переложить на себя и подумать, как вы можете провзаимодействовать. Для вас не будет, в принципе, того, что не должно быть вами проанализировано. Даже, может быть, на первый взгляд, какая-то дурацкая новость, а найти дополнительную информацию стоит. Давайте посмотрим, что же дальше. Ну вот нам тоже карта говорит, перепроверяй информацию. Дальше ты будешь, твоя как будто сильная позиция именно сделать из этого информационного хаоса порядок какой-то или разобраться с чем-то. Может быть, и как раз карта будет говорить о том, что, к примеру, если вы изучали языки или владеете языками, будет ваша сильная позиция в том, что вы как будто как арбитр, как человек, который может ориентироваться в любой обстановке благодаря знанию языков. Может быть, у кого-то и так. Здесь могут быть и вопросы, которые, правда, у кого-то связаны с судом, и вы сумеете тогда со всеми договориться. И если, правда, у кого-то есть слушание в суде, будет возможность как и медиаторских каких-то соглашений, так и будет возможность что-то, как бумаги получить, что-то оформить. Не делайте ничего, мои дорогие весы, чтобы могло вам осложнить жизнь ни в настоящем, ни в будущем. И если мы подытожим вот эти две карты и те, которые я, как раскрываю, достала, в целом нам говорят, соблюдай закон, не рискуй собой. Есть какая-то возможность, но она словно в тени. И ты должен это увидеть. Ты можешь закрыть любую тему, но способы, они словно находятся в тени. И твоя задача не где-то не действовать по шаблону для того, чтобы решить какой-то вопрос, для того, чтобы развить свое собственное дело. Опять же, карта звезда. Что-то может быть продолжено на долгий период времени. Может быть и какая-то личная история, вполне вероятно. Но я не могу об этом сказать. Здесь сотрудничество, скорее, с кем-то может быть. Но с этим сотрудничеством не расслабишься, мои дорогие. Держите глаза открытыми. Нет, не та, наверное, ситуация и для вас, и в целом, может быть, которая вас окружает, когда вы должны собой рисковать. Закон вас защищает, и вы действуете по закону, потому что будет много ложной информации, будет много и людей, которые где-то стараются вас свести с пути истинного. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.